Доброе утро. Тёмочка, ты в школу? Выспался? Нет? Дочь, ты в садик? Садик. Вот наш папочка идет. Папа. Всем привет у всех, я надеюсь, давай пристегнемся. Доброе, хорошее, надеюсь, у кого-то хотя бы есть теплое утро, вот, потому что у нас такое осеннее, бодряковое, да, уже Давай я пристегну. осень наступили, да, ты привет сказала, Сказала, да. Молодец моя. Мы все в сборе, в общем, сейчас детей отвезем и работать. Давай, иди к мамочке, моя солнышко, мы поехали, да? Поехали. Поехали. Пока, сказы. Пока-пока. Поехали, давай. Так, ну что у нас? Продолжаем мы. Так, как мы видим, трубы наши красивые висят, как одна и вторая газовая. Мы съездили, я им большой привет передал. Вот, всей газовой службе. Сказал, что подписчики уже хотят флешбом устроить. В общем, обещали, может даже... в чем прикол? Там очередь, я говорю, ребят, очередью, я уже 2 месяца жду, как бы, дайте хоть зайду, спрошу, что там, да? Ну, зайди, говорит, зашел, я говорю, ну, совесть имейте, говорю, ладно, говорю, там, мы что-то должны, да, теперь вы нам должны, мы же, говорю, наряд оплатили, все это уже, какая 3-я неделя пошла, а если в общем разобраться, уже 2-й месяц пошел, вот, пока мы вот эта волокита идет с трубами, он такой за голову взялся, говорит, ну, планерка будет, я вопрос ваш подниму. Я говорю, зачем мне планерка? Телефон, говорю, дайте кому позвонить напрямую еще и сказать, что мне, говорю, к шефу к вашему идти, что ли, я не понимаю. Там, говорю, трубу просто взять, пшик отрезать, я не знаю, там делов и всего. Все же, говорю, готово. Потом как раз этот мастер входит. Кто там? Гости пришли? Мастер ходит и такой блум-блум на меня так глазами, короче, видите, я там ругаюсь, да? Я не ругался, я так, просто спокойно разговаривал. Он говорит, я думал, вы еще не оплатили наряд. Я говорю, ну в смысле, говорю, вы думали, говорю. Знаете, я тоже, говорю, много что думаю. Я говорю, наряд уже давно оплачен, говорю, когда же приедете? Ой, знаете, может даже сегодня, говорит, успеем, говорит, а вообще, говорит, завтра, ну, собираемся, да, приехать. Я говорю, все, я говорю, вам тогда звоните. Просто, говорю, не знал, ну, можете мне. Ну, хорошо. Не знаю, как обещали, вроде либо сегодня, либо завтра они должны эту трубу убрать. Вот. Так, что пополам у нас, ребят? В общем, вчера я замотался, реально, я не знаю, сейчас вот так все, я же говорю, школа, садик, и вообще непонятно, в каком мире ты живешь и вообще где ты очутишься завтра, да? В общем, маяки не успел я выставить. Наши маяки, также мой контур лежит теплого пола недомотанный. Сейчас чем я займусь? Я этим займусь. Евроконусов так нету ни у кого отдельно. Мне хотят какие-то обычные придумать, которые закручиваются, не знаю, там, ну, на металлопласт. Я обычно не хочу. Есть стандартные, которые на коллектора положено, нормальные, потому что это не просто. Да? Я один раз, чтобы я затянул и забыл. В общем, вроде есть у кого заказать, закажу. Ну, в принципе, оно не к спеху мне как бы. Ну как, опять же, не к спеху. Тоже сейчас туда-сюда я залью, мне котел надо ставить, да, и как бы запускать отопление, потому что уже прохладно. Поэтому что у нас? Все, сейчас выставляю маячки, доматываю контур, маячки высыхают, и скорее всего мы пойдем к Ленке. Нам без работы не сидеть, потому что они должны высохнуть, окрепнуть, чтобы потом можно было заливать. Я не использую гипсовые лепешки, потому что многие спрашивают, почему ты их не используешь. Ну я не знаю, как-то я к этому скептически отношусь, потому что гипс и цемент это совсем разные материалы. Хотя многие так делают, я единственное туда добавляю очень много клея. Можно сказать, у меня состав на лепешке происходит, берется из клея, хотя он не намного дороже, чем гипсовый мешок, да, там разница небольшая. И все, в принципе, раствор эластичный, лепешки у меня эластичные, все хорошо, не лепятся. Правда, да, они схватываются намного позже, да, нежели сами гипсовые. Ну, а так я результатом полностью доволен. Поэтому мы перейдем на Леркину комнату. Скорее всего, что будем делать? Тут такое-то, да? Потому что потолки высокие. Вот. В общем, что, отрежем батареи наши старые, заделаем дыры,
почистим стены, батареи мы здесь все зашпаклюем, хотя нужно заштукатурить, вот это старое, все убрать. И отшпаклюем стены. Подрозетники уже сделаны, подрозетники я купил сейчас. Подрозетники обычные, одинарные, они не соединяющиеся, это у меня под сплит-систему и под гирлянды. Да. Ну, так вот, во всем доме у нас тоже еще дополнительные розетки под гирлянды. На самом деле, возможно, кто-то скажет смешно и тому подобное. Все-таки у Тёмы, по-моему, не делали, да? Сделали тоже. Ну, примерно Новый год наряжать. Многие сейчас любят наряжать шторы, чтобы было красиво и чтобы не тянуть всякие переноски. Пожалуйста, у вас скрытая розетка. Раз, воткнули, повесили, все красиво, все по фэншую. Ну, в принципе, все, стены я где есть наплывы, кое-где, может быть, я поубираю и начну шпаклевать. У меня как раз есть мешок шпаклевки финишной, прошки я тоже взял, попробую, как она будет. Вот. В принципе, все, подрозетники установлю, также и туда установлю, под включатель полностью, да, и буду эту комнату под финишную готовить, да, а завтра уже начну, наверное, заливать. Вот. И, в принципе, что у нас останется вот отшпаклевать, да, закончить, и они уже готовы. Ну, единственное, занавешу какой-нибудь тканью, чтобы сюда пыль не шла, лишняя пыль не шла, хотя в любом случае перед поклейкой обоев нужно будет стены грунтовать. Ну, хотя, по-моему, даже если занавесишь, все равно пыль будет идти. Многие спрашивают про вот это вот. Что? Про то, что было здесь. Ребят, смотрите, это плесень. Была. Я вам даже так скажу. Даже если ее не выводить эту плесень, да, даже если бы она осталась, если помещение будет сухое, проветриваемое, теплое, ее не будет просто. Плесень берется из-за сырости, из-за влажности. Я объяснял, что эта комната была самая холодная. Если в первой было 35 градусов, здесь было 18. Здесь реально был вытрезвитель. Кто хочет, посмотрите первые ролики, там, ну не первые, не знаю, там, третий, четвертый. Здесь холодина, просто дубак стоял, невозможный. Я когда закрыл вот здесь эту комнату, в доме тепло аж прям стало. Я говорю, а теперь здесь будет тепло. Во-первых, здесь будут радиаторы батареи, и здесь у нас теплый пол, кто не помнит. Поэтому даже, я же говорю, это плесень, она... Не бывает такого. Плесень появляется из-за сырости, ребята, я вам так скажу. Потому что, знаете, я вам объясню, когда мы в Сочи делали ремонт, чуть-чуть поговорим, ничего страшного. Когда мы начали штукатурить, и наступили сырые дни, дожди пошли, сырость большая, да? Вот, у многих вещей, которые были сложены в квартирах, кто делал ремонт, они просто начали плесенью покрываться. Плесень начала лезть из стен, потому что сырость была. И ее там никто не выводил, не травил белизной, потому что смысла в этом нету никакого, если у вас влажность. Если у вас повышенная влажность, с плесенью вы ничего не сделаете. Хоть травить ее, хоть не травить ее, она все равно появится рано или поздно. Согласитесь? Вот как в ванне в санузлах появляется, там на швах, не швах, если долгое время не убирать, эта плесень черная появляется. Также и здесь, друзья, если будет сухо и чисто, никакой плесени не будет. В этом вся беда заключается в сырости. И не в правильном проветривании помещения. Насчет помещения я уже боком говорил. Возможно, я сюда сделаю клапана на окна. Они уже сейчас продаются. Классные клапана приточные. Вот. Установлю и будет счастье. Не хочу я дополнительные делать клапана в стене, потому что, ребят, стены у меня 50 сантиметров. Я вспомню, я под канализацию уже одно отверстие делал под 110-ю трубу, я все проклял, понимаете? Я туда почти весь день уплахал, я просто сверлил кирпич. Не армированный, там железа ничего не было, да? У меня просто улетело время немыслимо. И если я сейчас везде сделаю еще эти клапана, ну, представьте себе, а зачем они по факту есть? Ну, если надо, открою, проветрю, да, комнату, пожалуйста. Утром мы обычно как правильно нужно делать? Встали, оделись, позавтракали, вышли, окна открыли, все, поехали. Детей отвез, пока ты там где-то ездил, у тебя все проветрилось, все, свежий воздух зашел, все прекрасно. Ты приехал, закрыл, все классно, я не знаю. Но если это вас затрудняет, пожалуйста, поставьте клапана, еще раз говорю, да. Я не думаю, что в этом сложность есть какая-то. То же самое кухня, гостиная, да любое помещение, да, открой, проветри, и все, ничего такого нету. Даже можно чуть-чуть вот так. Если до конца не затягивать,
Вот так. Оно будет само. Тяга здесь останется и будет проветриваться. В общем, уже заболтались, много не будем разговаривать. Пойдемте поработаем. От души. Да, еще взял пену. Говорит, много не буду. Взял пену. Сейчас я закажу на 2 трубы хорошему человеку, надеюсь, он мне не откажет. Мне пару колпаков сделать, чтобы вода не лилась. Хоть я и запеню, но чтобы вода не попадала, и у меня сверху крыша не мокла. Потому что я отверстие сделаю еще в трубу. Но я не хочу сейчас асбестовые трубы убирать, потому что это нужно лезть на крышу, покупать лист или чем-то заделывать. Просто они пока останутся до тех пор, пока мы уже крышу там не сделаем. И все, как бы они напрягать не будут. А пеной все я запеню, все эти мои места. Да, все, мы, короче, погнали работать, прямо от души будет интересно. Оставайтесь.
что у нас? У нас все замечательно. Кроме чего. Так, маячки застыли, все прекрасно, можно приступать к заливке теплого пола. Да, все бы хорошо, все бы замечательно, кроме вот этой толщины. Толщина здесь нереальная. Ну, я не знаю, как бы, ну, соответственно, не то, что прям нереально, да, ну, объяснять 10, порой 12 где-то сантиметров достигает. Посмотрите, какие лепешки. Сюда просто уйдет нереально раствора. Я хотел здесь уложить двойной слой пеноплекса, но что-то я, не знаю, не захотел. Не то, что не захотел. Вот, думал, ну, как-то будет не так прям толсто, да, но все-таки ощутимо, потому что, как бы, это излишки. Не, в этом ничего страшного нету, как бы, да, будет как бы дольше греть, возможно. Хотя здесь контур пола не такой уж и длинный, да, сама ветка. Вот, и будет дольше остывать. По крайней мере, если мы, к примеру, возьмем коридор, да, вот стандартно мы возьмем, вот наша толщина, да, здесь стандартно, вот 3-4 сантиметра по верх трубы теплого пола есть, да, как бы здесь заливать, ну, ни о чем, да. Ну а здесь, конечно, надо будет поработать от души. Я не знаю, когда я это все успею залить, смогу ли это я за день залить или нет, потому что время уже, считайте, полдня пролетело. Вот, нужно, что сегодня видео будет обрабатывать моя дорогая супруга. Вот, если она успеет. И вообще, я же говорю, все понавалилось, и дети, и школы, и уроки, и вообще и по дому какие-то дела. И все это нужно совместить, как-то сделать. Поэтому... Ничего, ну как пойдет, так пойдет. Что успеем, то успеем. Ну нет, значит разобьем на 2 раза. Я не знаю, как бы, да. Тут как бы вариант один, вариант такой. Надо приступать к работе. Каждая секунда дорога. Вот, так что будет, как всегда, интересно, жарко. Прям будет, ну нереально сегодня жарко. Тут уже все я подготовил. Заливать я буду, ребята, стандартно. Заливаю ее 1 к 3. Даже у меня получается чуть-чуть посильнее раствор цемента. Получается у меня 2 песка, 1 отсев. Да? И получается я ложу полный 30-килограммовый мешок на замес. Если брать по соотношению к 1 к 3, то в мешке где-то вот так еще остается, да, там немного, потому что там, ну вот если полное ведро брать, ну ничего, я все равно его сыплю, потому что на самом деле, ребята, самое важное это полы, на них экономить вообще не стоит, Если будет плохая, слабая стяжка, ну сами понимаете, что она вся полопается со временем и вообще как бы, ну, смысла от нее не будет, да? А лучше не экономить, зато 1 раз сделайте и забудете. Ладно, много не разговариваем, погнали мы работать. Любимый идет. Что за забрал? Забрал. Я больше на почту не поеду. Почему? Тебя ж там любят. Любят они. Там не было моей любви. Сколько? Уже надо за детьми. В 10 часов я зашел, было 6 человек передо мной. Даже раньше 10, мне кажется, ты поехал. 45 минут одного человека обслуживали. Ну уже не знаю, пишет ошибка. Я говорю, да заполните уже за нее, не знаю, что вы это самое, да, ну сколько можно. Да. Потом пишет, с ошибками согласна, что-то. Потом опять что-то ошибка.
Потом она за что-то платит, она неправильно написала показания счетчиков. И ей говорят, вы неправильно, начали исправлять. Короче, я не знаю, там если бы кто-то был другой, ну как бы я еще как бы, да, этот, ну такой терпеливый, да, он бы, не знаю, там, наверное, накинулся бы на этого человека. Ну на самом деле, ну если, ну неправильно, я не знаю, это, ну, или дома сверять, или скажите тем, Помогите, да. кто разбирается в этом. Я говорю, вообще платите онлайн. Ну сейчас, говорю, все, попросите детей, раз можно оплатить. Вы, одна стоит, бедная, замерзла. Я говорю, вот она пришла, она тоже ждала минут, час, наверное. Она всего заплатила 130 рублей, мусор там оплатил. Я говорю, а что вы онлайн не платите? Я не умею. Я говорю, ну детей научите, что там вот эти. Раз оплатили, все, квитанцию можно распечатать через... Самое ужасное, что нужно ждать на улице, а сейчас там очень холодно и... Да, там много же не разрешают запускать, да. И поэтому я говорю, а что вы стоите, раз и все, оплатили, все. Я понимаю, там какие-то там другие, да, платежи. А сейчас же если онлайн есть, но это же очень удобно, не знаю, платите вы или нет, как бы. Просто многие до сих пор опасаются, как бы, да, люди определенного поколения, что там вот, могут там что-то как-то там, знаете, это как сказать, обмануть. Когда отменяли вот эти сберегательные книжки, то вообще какой-то была паника у людей, говорит, как так, вот как мы без книжек этих будем, мы к ним привыкли. А с другой стороны, сейчас современное время, сейчас технологии уже современные, раз оплатил, раз это, раз перевел денежку, все. Очень удобно и быстро на самом деле. Посылку мы не будем пока показывать. Вот, мы ее отложим пока. Мы ее Потом покажем. Да, потом покажем. Наших помощников. Так, я думал, к нам пришел этот термометр электронный. Оказывается, не термометр, да? Там этот, по-моему, Да. мои это помощники. Ну, потому что, ну, детей мучат. В поликлинику даже приходим, нету просто электронного термометра. Ребенка нужно засунуть, держать вот эти 5-6 минут. Ребенок плачет, кричит, соответственно, когда ребенок больной или там, да, он не любит, да, когда этот. Ну да, наша Лера вообще... Раз пик и все, температуру померили. Поэтому мы для себя, для дома, даже вот в поликлинику будем ходить, при них даже будем, да. Раз, ну мы и сверяем, конечно, с этим градусником, да. Ну удобно же. Раз и все. Так, короче, ко мне пришла посылочка. С вами Миучик, да, знаменитого магазина. Кстати, обувь прошлая, что он пришла, очень многим понравилась. Да. Вот. И многие заказали. Поэтому... Да, спасибо вам. И в этот раз пришла мне, по-моему, посылка. О, да, точно. О, а что такое? Да это тебе и мне. Они в одной посылке прислали. В общем, это Натальи, это получается на кухне, да, наверное? Для яиц. Для яиц. А вот это что за форма, смотри? Ну, это вот. И вот такая, это на что, на розочке? А. Не, ну, в общем, покажу, фото вставлю. Так, чик, красивое яичко, так, чик. Так, главный мой гость этого канала, в общем, это аккумуляторная отвертка, можно так ее назвать. Очень удобная вещь, очень нужная для дома, для мелких вещей. Шуруповерт, к примеру, тяжелый, в руке тяжело его держать, особенно, допустим, женщинам. И не всегда им можно куда-нибудь подлезть, да. А вот аккумуляторная отвертка для мелких каких-то там, тот же шуруп прикрутить, там, я не знаю, болты потянуть. Очень классная вещь, вот я заказал. Сейчас посмотрим. Так, пришла в таком классном кейсе. Вообще мне нравится, когда инструмент есть кейс. Уложил, закрыл и все отлично, все прекрасно. В общем, как мы видим, многочисленные насадки. Это на обычную отвертку, на крестовую. Также две насадочки, смотрите, имеемся мы сверла, прям имеются вот такие тонкие, интересные. Вот, это у нас бита специально, подсоединяется. И сюда идут, скорее всего, вот эти насадки, да, вот они идут. Тоже под разные шестигранники, звездочки, отвертки разных величин, как бы смотрите. Также есть головки, смотрите, размер максимальный у них получается 12, до 12. Ну, в принципе, это мелкий набор, вот, непрофессиональный. Он, соответственно, конечно, для дома это вообще классная, незаменимая вещь. А, вот, я думаю, что-то лишнее. Блок питания, и вот он, держатель, да, для бит. Для бит, вот такая отвертка прикольная. Она на этом стоит, да? О, прикольно, круто. Это что у нас? А, о, ничего себе, смотрите, она поворачивается и в прямую плоскость. И удобно куда-нибудь подлезть. Видите, как клево. Кнопочку нажали. Раз, и у вас диг-диг-диг. Такая отвертка, да? Сейчас мы проверим.
Если что-нибудь биту возьму, это уже бита готовая, да? Нормально закрутил. Но опять же, батарея еще она не заряжена, да? Все, свободненько. Кстати, бита нормальная. Вообще скорость небольшая, не сильная, но уже не рукой крутить, ребята. Что-то мелкие вещи, я же говорю, там саморезы, шурупы запросто закрутит. Вот, без проблем, как бы вещь прикольная, мне нравится. Я еще потестю ее, посмотрю, как она в работе. Вот, я обязательно дам отзыв. Я на зарядку поставлю, возможно, батарейка, ну, как сказать, не полностью заряжена, и мощности у нее, в принципе, мощность сейчас не такая, да, как есть. В общем, я заряжу, протестю и прямо вот скажу, как она мне. Вот, поехали сейчас за детьми съездим. У меня там же этот раскрутился. Он, интересно, подлезет? Я говорю, какая зарядка? Кстати, о свете, света же вообще нету. Нету, я вам сейчас, это вы вообще офигеете. Света нету, погнали. Сегодня, видите ли, сегодня нужно сделать обрезку деревьев. И сегодня весь день не будет света. Сейчас мы детей заберем и приедем, я покажу по работе, что там творится. Это вообще хана. Бимка, пойди. Пойди, Бимка. Сейчас мы приедем. Да болт отыпался, панель дребезжит. Нормально. Вот сейчас проверим. Ага-ха-ха! Ра-та-та-та! Я теперь супермастер. Сейчас мы проверим. Здесь панелька дребезжала. Я говорю, вот отвертку надо, отвертку. Видите, как вовремя отвертка пришла. Кстати, вон везде деревья. Везде попилили, а у меня во дворе не спилили. Нормально вообще, да? Вообще классно, да? Смотри, вот везде попилили. Вот, смотри, сколько. Здесь нормально, а то, что у меня там дерево на провода нависает, это не надо пилить. Красавчики вообще, молодцы, что сказать. Супер вообще. Не, ну они же уже попилили, что до 6 часов не будет света. Чё не понимаю. Вообще сказать, до 5 не будет. А дело в том, что знаете что? Сейчас я пристегнусь. Вот, смотри, везде. А у нас не надо, да, пилить? Вообще красавчики. Но вообще, когда девушка приходила, там электроэнергию проверяла, вот, говорит, вы новый собственник? Я говорю, да, мы, говорю, документы еще не переделывали, просто лицевые счета. И насчет счетчика что-то начал разговаривать, вот, провод перекинуть мне надо было от соседей. Она говорит, пока ничего не надо перекидывать, потому что какую-то новую линию они собираются делать. Сейчас вы, говорит, сделаете, потом еще раз. А вот, видишь, вот, отключили, заземление кинули. Вот. Но они вот здесь буквально были недавно. Они, скорее всего, на обед поехали. Я вот ехал домой, они здесь были. Мои красотки идут. Мои бабусики идут. Ай, моя бабусика! Блин, похолодало прям вообще. Смотри, какой кот у них жир. Ты не хочешь уходить? Маленькая. Не хотела ножками идти, да, дочь? Не хотела, дочь. А компотик мой забыл. Не хотела идти ножками. Опять супчик пахнет, да? Супчик кушала, да, дочь? Супчик кушаешь. Может, в садик пойду? Да супчик кушать. Да? Ты гороховый суп так захотел. Вчера они гороховый ели, сегодня не знаю. Разваренный такой был и густой, да, вот эта прям масса такая. Идет? Не, обратно что-то пошло. Они что-то там вышли. А что, подойти что ли? Зачем? Не знаю. Не знаю. Вон он бежит. Радость. Сколько радости, да? Здрасте. Привет. А что там? Чем с учителем поговорить? Там просто спросить, это наша машина или нет? Я сказала, да, так что все хорошо. Ну думал, за тобой приехали преступники. Рассказывай, что получил. Пятерку. Почему? Закрывай дверь.
Почти. Почтение? Молодец. А по музыке, музыку не спрашивали, песню? Ну, типа там песню, ну, это мы спрашивали, ну, и... Ну, в общем, все нормально. Лена, Что в столовой давали? не балуйся, сейчас сломаешь. Так, по отвертке все сказали, заехали, чуток продуктов взяли, тут Наталья не устояла, прям ее понесло. Сейчас, кстати, акция в Магните есть, кто помнит, она, наверное, проходила еще года 2-3 назад, да? Тогда были Royal Kitchen, Kitchen. Тогда тоже были ножи, но другие ножи мы тогда взяли, мы еще в Сочи жили, у нас 2 или 3 ножа, кстати, классные ножи, мы ими очень довольны. И сейчас мы взяли вот такой нож и вот такие ножницы, да? Сейчас даже откроем, посмотрим, вам покажем. Клевый, да? Ух ты, какой острый. Очень острый, ребят. Также он точится очень легко. Не знаю, классный. Ручка такая прям хорошо держится. Ну, ножницы мне больше прикололи. Открывать консервы открывашкой, резать кости, чистить рыбу и овощи, колоть орехи. Ха, тут вообще прям все в одном, видали? Здесь прорезиновые, да? Не знаю, мясо как будет резать, я честно не знаю. Надо будет попробовать. Ну, да. Ну, так на вид очень острые, ребят. Как в работе будет, не знаю. Если у кого-то есть, напишите, как они вам. Но ножик классный, ножик прям легкий, удобный, да, там овощи. Классно. Так, это все хорошо, ребят. Покупки, Магнит, продукты, Это все ладно. Ньючик, там, да, это вы все увидите. За магазин мы уже говорили, ссылка будет внизу в описании под видео, переходите, смотрите, если вам что-то понравилось, спрашивайте, мы вам обязательно ответим на все интересующие вопросы. Так, что у нас? Конечно же, пойдемте, я вам покажу свою крутую работу, сколько же я сделал, это реально мой рекорд, вот это серьезно, это вот я реально сделал невозможное, на самом деле. Прям ролик можно назвать «Сделал невозможное», да, и вот такой смех громадный, погнали. Что, все? Вы готовы, уверены? Сейчас, не, подождите, сядьте все на свои диваны, сядьте все на свои кресла, потому что вы сейчас упадете просто, я вам серьезно говорю. Вы сейчас лишитесь дара речи, сколько я реально смог сделать за весь день. Это просто, ну, реально нереально. Я сам, честно, не ожидал, да, что у меня так получится. На самом деле, это вообще просто нереально. Смотрим. Да-да! Это вообще хана, это, я не знаю, я бы сейчас ругался, кричал, да, ну вы можете смеяться, но на самом деле мне не до смеха, ребята. Ровно 2 корыта я замесил, и сюда не ушло, и выключили свет. Не было ни предупреждений, ничего, я уже говорил, вы уже все знаете, что идет обрезка деревьев до вечера, представляете, как обидно. Единственное, здесь я вот так сгладил, чтобы сверху потом второй слой налить, и арматуру я поставлял, видите? Ой-ой-ой, моя маленькая. Для связки, чтобы потом, ну, не дай бог, не треснуло, ничего, так заармирую. Кстати, также я заармировал комнаты соседние, я делал, да, и это на самом деле помогает, тут нету этих трещин, да, вот. Ну, не знаю, ну как-то, как-то вот так, если честно, вообще обидно. Лучше бы я вообще не начинал, его выключили, да. Ну, да. Конечно, многие с вас сейчас скажут: о, наконец-то ты отдохнешь, ура, там. Это одно, да, это хорошо, возможно, я отдохну, хотя, если честно сказать, ну, отдыхать времени нету, потому что и работы тоже хватает, да, нужно и детьми заниматься, и школа сейчас, и садик. Во-вторых, нету света до вечера, я не знаю, как будет с роликом. Надо будет позвонить маме, если у нее есть свет, надо будет туда ехать и монтировать этот ролик. Потом привезти, если вечером дадут свет, его нужно будет еще загрузить в YouTube. В YouTube оно еще должно обработаться, пройти все проверки, чтобы не было никаких нарушений. И после всего этого, вот, вы его увидите. Поэтому не все так просто. Вон у меня все стоит заготовленное, смотрите, все вот реально, работа кипит. Но на самом деле, я не знаю, все бы я сегодня залил или нет, но много все равно я бы сделал. Ну вот это вообще лажа. Ну, что завтра сделаешь? Дело не в этом, ребят. Дело в том, что очень сильно начал холодать. И в доме уже довольно-таки прохладно. Не, у нас есть обогреватели, это все понятно. Во-вторых, стяжку нужно обязательно заливать побыстрее уже теплые полы.
В-третьих, они должны высохнуть, потому что на сырую я не могу их включить, потому что труба имеет свойство расширяться, сужаться, да, и стяжка вся повредится, да, если, как бы, кто не знал, то при заливке теплого пола нельзя его включать, да. Хотя, говорят, некоторые включают на минималках, все равно я не советую этого делать. Во-первых, будет неправильно, стяжка будет высыхать, потому что будет постороннее тепло, которое будет влагу испарять, поэтому мое личное мнение, я не советую, чтобы... Не, ну мы можем там включить, а здесь-то не включить. Ну да, мы можем перекрыть этот контур, да, и запустить у нас, в принципе, везде теплые полы, вот, батареи пока можно не трогать. И евроконуса сегодня поехал, оказывается, всего 2 я нашел, остальные были не тем размером, заказали на понедельник, в понедельник будем забирать. Чем будем сегодня заниматься, я, если честно, я не знаю, потому что без электричества, я не знаю, как без рук. На самом деле нужно уже будет подумать о генераторе. И дело не в том, что частое это выключение или не частое. Во-первых, это очень удобно, ребята. Особенно если зимой, да, бывает, а это бывает облипание проводов, где-то обрывы, ну, всякое прочее, да, там бывает. Пожалуйста, у вас свой генератор включил, и вы уже кайфуете. Во-первых, отопление у вас уже будет работать, потому что без электричества отопление не будет работать, потому что насосы, да, все связано с электричеством, да. Сейчас люди опять скажут, а ты что, отказался от газа? Да при чем тут газ? Дело не в газе же, ё-моё. Насчет газа я еще раз объясняю. У меня есть печка переносная, двухкомфорочная, я могу купить баллон, там и заправить 10 литров, у нее с головой хватит. Ну, на самый такой, да, момент просто принести, поставил, готовить, да, ну, в любом случае, да. В этом ничего страшного нету, там, как будто, знаете, сутками здесь мы жарим, парим и еще прочее подобное, да. Дело говорится за комфортность, за удобство, да. И плюс, вот сейчас, смотрите, замечу, да, выключили свет. Полы очень долго будут оставать, теплые полы, очень долго. Ну как, не прямо, знаете, там сутки будет. Не, ну в Сочи долго оставать. 3-4 часа они еще будут отдавать тепло свое, представляете? А если зимой это, да, ну обычно за это время восстанавливают какую-то проблему, да. Я знаю, что зимой надолго не отключают, не было такого. Ну было там на час, на два, там если предупреждение, где-то авария. А так, вот как обрезка деревьев, ну хотя бы могли предупредить, все равно там, у нас есть группы, да, хотя, по-моему, не было, да, объявлений. Что не будет света такого-то, такого-то, правильно, да? Потому что у многих тоже, понятно, свои дела, может кто-то... Не, ну в Сочи всегда предупреждали, очень удобно. Да. Так, поэтому вот так, друзья, я не знаю, хотелось поработать, но, к сожалению, не получается. Ну, раз так получилось, тогда немного в конце мы чуток поговорим, потому что, ну, возможно, ответим на пару каких-то вопросов. Самый частый он тоже опять вопрос, сколько нам лет, сколько мне лет, сколько супруге лет. Мы одногодки, у нас разница в возрасте всего там 3 месяца получается и все. Вот, я ее старше. Вот, нам по 34 года, да, спасибо, что вы говорите, что мы выглядим на все 19. Вот, клево. Кстати, ничего смешного, когда я курил, да, я уже довольно-таки долгое время уже не курю, я не знаю сколько даже, да. Года 4, наверное, да, 3. В общем, когда мы жили в Сочи, я еще курил, да. И когда я отправлял ее за сигаретами, да, и сигареты не продавали. На самом деле, говорили, паспорт покажи. Вот. Было довольно-таки смешно, да. Вот, поэтому, ну, мы такие еще молодые ребята. Ну, в душе мы всегда молоды, и ими будем оставаться. И вам того же и желаем всегда быть молодыми, жизнерадостными, активными, да, будьте живчиками. Так, лайфхак, знаете, какой прикольный был? Может, видели, нет? Кто-то мне писал за демпфер ленту, надо ее клеить, иначе что? Да ничего не надо клеить, она и так нормально суетуется. Единственное, если у вас гипсовая стена, я вчера взял степлер, чук-чук-чук-чук-чук, и вообще идеально. Идеально я ее прикрепил, демпфер ленту, вообще классно, пользуйтесь, лайфхак. Если гипсовая, гипс он мягкий и скобы очень хорошо заходят. Вот. Так все залить. Видите, ребят, он не дает мне вообще сказать ничего. А самое интересное будет тогда, знаешь, когда... Помните, ролик был крутой, когда я писал... Огород до и после. Огород, да, и после, когда я выходил, показывал, что там было на огороде, и потом фотку показывал, там все зеленое, цветет и пахнет, да, там. Вот, конечно, это прикольно. Кто
кто вот хочет просто разницу увидеть, вы просто первый ролик откройте. Мой самый первый ролик — это обзор нашего дома. Не, ну можно этот ролик просто вставить. Ну. Как я захожу сюда в коридор, что вообще здесь находится? Здесь вообще нет ничего этого. Здесь кухонька идет вот до отсюда, здесь перегородка, все закрыто, все там. Ванна вот такусенькая, там еще какая-то кладовка, отдельный какой-то туалет непонятный. Леркина комната, она проходная, везде эти ужасные здоровые батареи. Окна вот такусенькие в спальню, где вы видели, да? Полы были, я вам сейчас скажу, вот такой мяч был у Тёми, большой. Его ставили, он вот так катался по всей комнате, потому что там вот такие были полы. Все, там все это было переделано полностью. Ну а что говорить? На самом деле весь дом, считай, с нуля, да? Если еще поставить бы стены, крышу, и тогда бы был прям с нуля новый дом, да, прям новый был. Вот, поэтому еще раз, мы не жалеем то, что мы купили этот дом, то, что мы столько сюда вкладываемся, делаем этот ремонт, мы вообще не жалеем. Все, что мы затратили, еще раз говорю, за эти деньги мы не купили. Не купили бы мы такой дом, где нам бы все нравилось. Я имею в виду с таким ремонтом. Не да. купили бы, не купили. Не купили. Нету таких домов. Они есть, но я вам скажу, они стоят и денег стоят. Опять же, заходишь в ванну, красная плитка на полу, или какая-нибудь красная кухня, вы что-то любите, я ничего не говорю. Или черно-белая какая-то шахматная как-то. И опять же, а ремонт ванны переделать, представьте, вы отдаете 7-8 миллионов за дом, куда заходите жить, и вам нужно переделывать это. Это не глупо, вам согласитесь, да? Те же самые, если вы обои переклеите, кухню поменять, это не глупо, это же деньги большие. Вы еще сюда миллион положите, может и больше, просто даже если эти мелочи переделать. Так зачем отдавать эти же деньги, пускай, да, у вас там будет ремонт, когда вы все делаете под себя, как вам по кайфу, да? Вы зашли, это ваша прихожая, как вы хотите. У вас своя гардеробная, как вы хотели, как вы мечтали. У вас мечта ванна, у вас мечта кухня, гостиная. И каждая комната — это ваше любимое место. Вы ходите и кайфуете. Вы кайфуете от всего своего дома, от всего, от каждой плиточки, я не знаю, от каждого сантиметра вы кайфуете, потому что он сделан с любовью, сделан так, как вы хотели. Какой смысл в этих деньгах громадных отдавать, если это не ваше? Да, это красиво, да, это интересно, но это не ваше. Это не ваше, понимаете? Другое дело, есть такие люди, им вообще все равно. Им вообще все равно, какой ремонт, какая ванна. Им лишь бы просто сходить помыться. Все. Им и просто зайти на кухню покушать. Просто зайти и жить. Разницы нету. У них какие там будут дизайнерские стены, как стильно это все будет подобрано, какая будет мебель. Пусть даже вся, и такие мы видели квартиры. Розовая, другая желтая. Третья вообще коричневая, пятая вообще, не знаю, зеленая. И такое мы встречали запросто, да? Поэтому многим вообще все равно, понимаете? У них совсем другие понятия, да? И вообще все равно, что там находится во дворе, какие у них цветы, если у них огород, если у них деревья, если у них животные. Поэтому, еще раз я говорю, даже если бы сюда улетело больше бы даже денег, я не знаю, чем мы отдали бы за новый дом, да мы все равно не жалели. А знаете почему? Потому что вот еще чуток, еще немножко, и мы уже будем здесь жить. Будем жить в доме, где будет классный наш ремонт, да? А если бы я строил с нуля, нам уже по 35 лет, да? Минимум, я не знаю, лет 5 это можно вычеркнуть из жизни. А знаете почему? Потому что в стройке, реально вы жизни не видите, да? Хоть и вроде все успеваешь, но все равно время просто вот так... Этот год я вообще его не заметил, как он пролетел, понимаете? Ремонт, стройка, вроде дети, еще вроде куда-то выезжаешь, что-то как-то пытаешься, но все равно время ты вообще не чувствуешь. Не чувствуешь. Ты не отдыхаешь, понимаете, потому что постоянно какая-то напряженка, да, там. Вот этот ремонт, вот эта пыль, нету свободно просто зайти в дом, кайфануть, зайти на кухню, налить чашечку кофе с расслабончиком, сесть, не знаю, за хороший стол, спокойненько, да, включить большой телевизор, это... Дети везде бегают спокойно, теплый пол, это же вообще классно, это кайф, понимаете? А представляете, 5 лет жить вот так, в таком дурдоме, да? Но другое дело, когда вам бригада строит, а когда вы сами все это делаете. Спасибо еще
той работе, которая она у нас есть. Спасибо моей дорогой супруге, то, что она еще выполняет еще и мою работу, то, что она работает, да, то, что нам пока не приходится ездить каждый день на работу, да, тем самым забирая все наше время, да. Как в Сочи было. Да, и получается, что ремонт бы я делал только по выходным или поздно вечером, понимаете? А поздно вечером тоже как бы, да, и ты тоже уставший, ты многое не сделаешь, потому что и с детьми хочется побыть, и вообще как-то немного отдохнуть. Я вам скажу, что этот ремонт бы затянулся. На года. Ну, если вот уже где-то скоро год будет, да, на года, 2-3 года. А если бы я бы строился, как вы сказали, да и 10 лет бы строились, и 15 лет строились. А я, извините, уже через год буду плоды свои, как говорится, пожинать, мы будем здесь кайфовать, понимаете? Вот кайфовать. Не через 10, не через 15 лет. А это же самый кайф, ребят, на самом деле. Так, все, я уже в машине, маме позвонил. У нее вроде свет пока есть, так что сейчас к ней выезжаю, видосик вам обработаю. Вот, надеюсь, что свет к вечеру включат его. И постараюсь его вам загрузить. Ну, ребят, что было, то было, как говорится. Да, сегодня я, скорее всего, отдохну, наберусь от души, как говорится, сил. И завтра мы сделаем марш-бросок. Прям рывок мы конкретно сделаем, да. И зальем. Постараемся прям всю гардеробную залить. Сделаем финишную, скажем, да! Да, мы ее победим. Наконец-то мы не будем спотыкаться, ходить по этому полу, спотыкаться об эти трубы. У нас будет ровненький пол. И мы потихоньку продолжим дальше, да. А сегодня я время потрачу с пользой. Да, наверное, пойду и потрачу на свое что? Конечно же, на свою дорогую семью. Что может быть лучше? Получить хорошие положительные эмоции. Посмеяться, поиграться. Да. Чуток тоже подурачиться. А почему нет? Почему нет? С детьми многое что можно и нужно. Ребята мои дорогие, уделяйте больше времени своим родным и близким. Будьте счастливы. Любите эту жизнь. Любите. Полюбите ее, и она полюбит вас. Несомненно. Несомненно, она вас отблагодарит. Отблагодарить всем тем прекрасным, что она имеет. Потому что жизнь на самом деле прекрасная. И жить нужно. Жить нужно в кайф, мои дорогие. Я вам от всей души желаю всего самого хорошего. Пусть у вас все будет хорошо. Главное, конечно же, вам здоровья. Здоровья, берегите себя, берегите. Погода прям ого-го какая. Вот, так что аккуратнее. Сейчас всякое ОРВИ, вот это все не нужно. Так что больше витаминок, чаек уже говорил, медок, имбирчик. Все там, я не знаю, травку, может, какую вы завариваете там. Вот. Ну, чтобы все в норму было, чтобы тоже не перебарщивали. В общем, держитесь, все будет хорошо, классно. Готовимся плавненько к зиме, да. Вот, я буду тоже готовить свое отопление. И потом мы уже будем вместе на нашей хорошей кухне пить чай с блинами, с гренками, да с чем угодно, мои дорогие. И будем говорить о хорошем, о жизни. Вот, поэтому сегодня было как-то так. Вот, не знаю, как вам понравилось или нет. Надеюсь, вам было хорошо со мной, а мне с вами, несомненно, мои дорогие. Поэтому на этом все, как всегда, надолго не прощаюсь. Скоро мы с вами обязательно увидимся. Вот я вам говорю, вот прям вот, вы вообще не заметите. Раз, и я опять появился. И все, и пошел бодряк, и улыбка пошла, настроение пошло. Работа пошла, замотивировались. Все будет классно и здорово, мои дорогие. В общем, еще раз берегите себя, будьте счастливы. Всем счастливо, всем пока.